Может ли один простой поступок потрясти эмоции миллионов поклонников по всему миру? Вызвать бесконечные предположения и изменить общественное восприятие отношений между двумя крупнейшими звездами К-поп? Или это тот самый момент, который был скрыт и, наконец, раскрыт в этот самый символический день? Вопрос взорвался в глобальных новостных лентах именно тогда, когда календарь показал день рождения Ким Тэхёна. День, который должен был быть наполнен сладкими пожеланиями, теплыми празднованиями и типичными для К-поп-айдолов событиями, вместо этого превратился в эмоциональный центр внимания после того, как Чингук сделал то, чего никто не ожидал. Что-то, что на первый взгляд казалось незначительным, но ощущалось настолько глубоким для тех, кто понимал каждый жест, каждую паузу и каждый взгляд, запечатленный на камеру. За считанные минуты армии со всего мира поняли, что это было не просто обычное поздравление с днем рождения или формальный контент, созданный командой менеджеров, а момент, который казался искренним, честным и полным личного смысла. Казалось бы, эмоциональная, едва сдерживаемая реакция Тэхёна лишь усиливает убеждение, что за напряженным графиком, бесконечными репетициями и профессиональным имиджем, культивируемым годами, скрывается нечто большее. Чтобы понять, почему действия Чингука в день рождения Тэхёна были такими шокирующими, необходимо взглянуть на контекст их отношений. Не как на повод для сплетен, а как на феномен поп-культуры, анализируемый учеными, музыкальными журналистами и наблюдателями мировой индустрии развлечений. Чингук и Тэхён не просто участники BTS. Это две фигуры с динамичными отношениями, которые развивались на виду у публики с подросткового возраста, взрослея вместе под давлением индустрии, требующей совершенства. Каждое их взаимодействие всегда интерпретируется фанатами на разных уровнях, от языка тела, выбора слов до микровыражений, которые часто остаются незамеченными широкой публикой. Итак, когда Чингук делает что-то не по своему обычному сценарию в день рождения Тэхёна, естественно, что реакция публики бывает такой бурной. В тот день не было никаких громких заявлений, никаких тизеров, намекающих на сюрпризы. Все произошло почти без предупреждения, как будто Чингук намеренно позволил моменту развиваться так, как он развивался. Он не выбрал стандартный формат речи, часто используемый айдолами. Он не произнес неуклюжего, безопасного и нейтрального сообщения. Его действия, впоследствии многократно проанализированные фанатами, ощущались очень личными, почти как частный разговор, случайно ставший достоянием общественности. Именно здесь кроется настоящий сюрприз. В тщательно продуманном мире К-поп каждая деталь обычно тщательно отбирается, но на этот раз создается сильное ощущение, что эмоции взяли верх над стратегией. Реакция Тэхёна становится следующим центром внимания. Камера запечатлела редко встречающееся выражение лица, слезящиеся глаза, улыбка, которая, кажется, дрожит, и долгую паузу перед тем, как он успевает ответить. Кому-то это может показаться преувеличением, но для давних поклонников эта реакция кажется искренней и человечной. Тэхён известен тем, что скрывает свои чувства за харизматичным и уверенным сценическим образом. Но в этот момент его защита, казалось, рухнула. Многие ARMY задавались вопросом, что именно побудило Чингука вызвать такую глубокую эмоциональную реакцию. Появились предположения, но не все было сенсационным. Некоторые наблюдатели попытались интерпретировать события с психологической и социологической точки зрения. В длительных отношениях, полных напряжения, небольшие моменты признания или личного подтверждения могут иметь огромное эмоциональное воздействие. Если действия Чингука затрагивают эти аспекты, признание общего пути, редко озвучиваемые жертвы или молчаливую поддержку, которую он чувствовал до сих пор, то неудивительно, что Тэхён отреагировал именно так. ARMY
известное аналитическое и эмоциональное глобальное сообщество постоянно находится в движении. Социальные сети заполнены видеороликами, скриншотами и подробным анализом. Каждое слово Чингука разбирается по частям. Каждая реакция Тэхёна сравнивается с предыдущими моментами. Некоторые связывают это с прошлыми событиями. Другие видят в этом признак изменения динамики их нынешних отношений. Интересно, что это обсуждение происходит не только среди фанатов, но и привлекает внимание ИУ и международных наблюдателей за поп-культурой. С журналистской точки зрения, это событие отражает то, как современные публичные деятели больше не способны полностью разделять личное и общественное пространство. Один эмоциональный поступок может за считанные часы стать глобальной историей. Но это поднимает этический вопрос. В какой степени общественность имеет право интерпретировать личные эмоции человека? Является ли реакция Тэхёна приглашением к дальнейшим спекуляциям? Или, скорее, напоминанием, что за их звездным статусом скрываются люди со сложными чувствами? Что делает этот момент еще более интересным, так это время. День рождения – это не просто празднование возраста, а скорее момент для размышлений, особенно для человека, который большую часть своей жизни провел на виду у публики. Если Чингук выбрал именно этот день для своих действий, то его символизм трудно игнорировать. Многие ARMY увидели в этом более глубокую форму уважения, чем простое приветствие. Признание, которое, возможно, никогда не было сказано прямо, но которое Тэхён прочувствовал в полной мере. Через несколько часов после события хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхёном, возглавили мировые тренды. Эмоциональная реакция Тэхёна стала главной темой. Но внимание постепенно переключилось на действия Чингука. Что именно делает это особенным? Почему этот поступок кажется таким сильным? Ответ может заключаться в излучаемой искренности, что становится все более редким явлением в полностью срежиссированной индустрии развлечений. Некоторые аналитики поп-культуры считают, что этот момент может стать поворотным пунктом в том, как общественность воспринимает взаимодействие между участниками BTS в настоящее время. Многие считают каждый эмоциональный момент частью стратегии по угождению фанатам, но этот инцидент ставит под сомнение это предположение. Кажется, спонтанная и неконтролируемая реакция Тэхёна трудно подделать. Если она действительно не была постановочной, то мы становимся свидетелями небольшого фрагмента реальности, который редко можно увидеть. С другой стороны, есть и голоса, напоминающие публике о том, что не стоит увлекаться чрезмерной романтизацией. Они подчеркивают важность уважения личных границ и избегания слишком общих выводов. Но вот парадокс. Когда публичные личности демонстрируют подлинные эмоции, публика, как правило, чувствует больше близости и хочет понять глубже, даже несмотря на то, что эта граница остается. Сам Тэхён в более сдержанном последующем ответе не предложил подробного объяснения. Он выбирает короткие, но содержательные слова, как будто осознавая, что все, что он скажет, будет подвергнуто массовому анализу. Решение не давать четкого объяснения усиливает ауру таинственности, окружающую это событие. Для ARMY эта тишина была такой же красноречивой, как крик или улыбка. Если копнуть глубже, этот момент также можно рассматривать как отражение общего пути BTS. Группа известна эмоциональной близостью между своими участниками, которую они часто демонстрируют в интервью и музыкальных произведениях, но редко эта близость проявляется в такой необработанной, нефильтрованной форме. Своими действиями Чингук, казалось, приоткрыл завесу над эмоциональным пространством. В контексте южнокорейской индустрии развлечений это событие также интересно, потому что оно показывает сдвиг в ожиданиях публики.
Фанаты теперь требуют не только идеального выступления, но и эмоциональной честности. Они хотят увидеть человеческую сторону своего кумира, пусть даже всего на мгновение. И когда такой момент возникает, как в день рождения Тэхёна, его влияние может быть намного больше, чем любой музыкальный релиз или достижение в чартах. Запомнятся ли действия Чингука как исторический момент в пути BTS? Или же они растворятся в быстро меняющемся новостном потоке, сменившись следующей сенсацией? На данном этапе сложно сказать. Но ясно одно. Для тех, кто стал свидетелем этого события, этот момент оставляет эмоциональный след, который нелегко забыть. Реакция Тэхёна доказывает, что за всеми домыслами скрывается искреннее чувство тронутости. В конечном итоге, возможно, самый важный вопрос не в том, что сделал Чингук или почему Тэхён отреагировал именно так, а в том, что этот момент раскрывает об отношениях между людьми, находящимися под строгим контролем. В мире, привыкшем к тщательно продуманной лжи, один акт честности может показаться революционным. И в день рождения Тэхёна Чингук, намеренно или нет, показал, что даже суперзвезды могут быть удивлены силой подлинных эмоций. Начало ли это нового восприятия Чингука и Тэхёна публикой? Или это всего лишь проблеск чего-то, что всегда было, но редко проявлялось? Эти вопросы все еще висят в воздухе, ожидая времени и, возможно, следующего момента, чтобы дать ответ. Но одно несомненно – день рождения Тэхёна на этот раз запомнится не как обычное торжество. Он превратился в эмоциональное событие, которое потрясло, пробудило любопытство и оставило глубокий след в сердцах миллионов солдат по всему миру. С наступлением ночи появлялись все новые и новые анализы. Социальные сети стали не только пространством для дискуссий, но и лабораторией для интерпретаций, где каждое движение тела, интонация голоса и выражение лица изучаются досконально. Короткое видео с мимолетным взаимодействием Чингука и Тэхёна стало вирусным, и каждая секунда была переанализирована преданными фанатами, которые поняли, что за этой улыбкой или этим взглядом скрывается слой эмоций, которые трудно выразить словами. Некоторые фанаты даже создали хронологию, пытаясь определить, был ли этот момент спонтанным или же существовал предшествующий контекст, который придавал ему больше смысла. С академической точки зрения это явление интересно, поскольку оно показывает, как фанатская культура в цифровую эпоху может влиять на восприятие публикой эмоциональной реальности айдола. Исследование, опубликованное в Международном журнале культурологических исследований, подчеркивает, что эмоциональная связь между фанатами и айдолами больше не является односторонней. Цифровое взаимодействие позволяет фанатам почувствовать себя частью жизни айдола, даже влияя на интерпретацию его действий. Таким образом, действия Чингука в день рождения Тэхёна являются не только личным моментом, но и своего рода эмоциональным зеркалом, отражающим коллективные эмоции фанатов. Даже некоторые наблюдатели в индустрии развлечений увидели этот момент как важный пункт для обсуждения внутренней динамики BTS. На протяжении многих лет группу хвалили за невероятную химию на сцене, но редко можно найти конкретные доказательства того, как отношения участников влияют на их личную жизнь. События того дня дают тонкий намек. Близость Чингука и Тэхёна заключается не только в выступлениях, но и в связи, построенной на общих переживаниях, жертвах и преданности, которые не всегда можно выразить словами. Такие намеки, раскрываемые в коротких, но значимых взаимодействиях, часто оказываются более трогательными, чем официальные заявления. Поклонники начинают интерпретировать этот эмоциональный момент как отражение их пути как личностей и как команды. Чингук, известный своим перфекционизмом и иногда скрытностью, похоже, выбирает уникальный способ выразить свои чувства, не длинными словами.
а искренними действиями. Между тем, Тэхён, хотя и известен своей экспрессивностью, обычно сдерживает свои эмоции перед камерой. Его эмоциональная реакция на этот раз подняла новый вопрос. Был ли он искренне удивлен, или же в этом был скрытый смысл, понятный только им двоим? Интересно, что это явление также вызвало более широкую дискуссию о важности эмоциональной честности в южнокорейской индустрии развлечений. В мире, где все тщательно контролируется, от айдолов ожидают, что они всегда будут демонстрировать идеальное лицо, идеальную улыбку и сдержанную реакцию перед публикой. Однако, когда происходит один единственный, нефильтрованный момент, как тот, что случился между Чингуком и Тэхёном, публика реагирует на него гораздо сильнее. Многие говорят, что именно поэтому этот короткий момент стал таким вирусным, не из-за сенсаций или слухов, а потому что подлинные человеческие эмоции редко можно увидеть в строго контролируемых СМИ. Более того, массовая реакция армии показывает, что фанаты теперь требуют не только развлечения, но и подлинной эмоциональной связи. Они хотят видеть человеческую сторону своих кумиров даже в условиях напряженного графика и сильного давления со стороны индустрии. Это явление подтверждает теорию о том, что современная фан-культура требует сочетания профессионального исполнения и личной честности. В этом контексте действия Чингука в день рождения Тэхёна можно считать идеальной формой эмоциональной коммуникации. Простые, спонтанные и искренние. С наступлением ночи различные международные СМИ начали освещать этот момент с разных точек зрения. Некоторые статьи подчеркивают эмоциональные и человеческие аспекты их взаимодействия, в то время как другие пытаются рассмотреть их с точки зрения глобального феномена фан-культуры. Даже аналитики музыки и поп-культуры предсказывают, что этот момент может стать примером того, как человеческие взаимодействия между участниками группы могут создавать далеко идущие психологические и социальные последствия. Это открывает новую дискуссию о том, как индустрия развлечений может сбалансировать ожидания публики, личные потребности и эмоциональную честность. AR/MUI были не единственными, кто был шокирован, также назвал реакцию Тэхёна редким эмоциональным моментом в мире К-поп. Они подчеркивают, как, казалось бы, простое молчание, взгляд и улыбка могут привести к столь глубокой интерпретации. Культурологи называют этот момент ярким примером универсального невербального языка, в котором человеческое общение не обязательно требует слов, но может быть выражено простыми, но значимыми выражениями и действиями. Самое поразительное – это то, как этот момент сумел объединить миллионы людей по всему миру. Любопытстве, восхищение и сопереживание. От Америки до Кореи, от Европы до Юго-Восточной Азии, AR/MUI обсуждали каждую деталь, сравнивали ее с предыдущими моментами и строили теории о истинном значении действий Чингука. Это явление демонстрирует силу цифровых медиа в усилении эмоционального воздействия событий, доказывая, что действия одного человека, даже знаменитости, могут мгновенно тронуть сердце миллионов. Но за всем анализом, предположениями и теориями ясно одно: эмоциональная связь между Чингуком и Тэхёном – это больше, чем просто развлекательный инструмент или стратегия угождения фанатам. Этот момент демонстрирует, что за совершенством сцены скрывается бесценная человеческая сторона. Искренние чувства, чистое взаимодействие и спонтанные реакции. Именно это делает празднование дня рождения Тэхёна таким особенным не только для них двоих, но и для миллионов поклонников, кто наблюдал и чувствовал эту атмосферу. В долгосрочной перспективе это событие, вероятно, запомнится как значимая веха в истории BTS. Оно подтверждает, что среди бесчисленных ярких моментов, давления и ожиданий, моменты эмоциональной искренности по-прежнему обладают
силой влиять, объединять и трогать сердце людей. Простым, но значимым поступком Чингук создал момент, который не только стал вирусным, но и оставил глубокий эмоциональный след. Напомнив всем, что за образом суперзвезды скрываются люди, способные чувствовать, удивляться и быть тронутыми. Теперь остается вопрос, станет ли этот момент началом нового способа восприятия взаимодействия между участниками BTS для фанатов, или это просто взгляд на давнюю, но редко проявляющуюся связь? Независимо от ответа, одно можно сказать наверняка. День рождения Тэхёна в этом году превратился из простого ежегодного праздника в глобальный эмоциональный феномен, глубоко резонирующий с военной тематикой и международным миром развлечений. По мере развития событий в течение дня общественное внимание начнет еще больше подчеркивать редко встречающуюся межличностную динамику между Чингуком и Тэхёном. В индустрии развлечений, требующей идеального имиджа и полного контроля над публичным самовыражением, такие моменты являются редкими исключениями. Некоторые наблюдатели отмечают, что действия Чингука, кажущиеся спонтанными, но полные смысла, являются проявлением эмоциональной близости, которая формировалась годами. Два айдола, начавшие свой путь в подростковом возрасте под экстремальным давлением индустрии, разделяют опыт, который формирует крепкую связь от изнурительных тренировок до постоянного общественного внимания. Неудивительно, что за сценической улыбкой и безупречной хореографией скрывались чувства, ожидающие своего раскрытия, и день рождения Тэхёна стал идеальным катализатором. Это явление также вызвало академические дебаты о том, как общественность интерпретирует невербальное общение айдолов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Popular Music Studies, поклонники K-pop обладают удивительной способностью считывать язык тела и микровыражения, часто превосходя простые интерпретации СМИ. Любой взгляд, движение руки или пауза в речи могут вызвать широкое рассуждение. В этом контексте эмоциональные реакции Тэхёна, слезы на глазах, дрожащая улыбка, долгие паузы перед ответом становятся материалом для тщательного анализа, усиливая версию о том, что за этим стоит нечто большее, чем простое поздравление с днем рождения. С другой стороны, ARMY продемонстрировали невероятную креативность и преданность делу, документируя этот момент. Ленты Twitter, форумы Reddit и сообщества в Азии и Америке полны теорий, хронологии взаимодействий и покадровых видеоклипов. Многие пытаются интерпретировать исторический контекст их отношений, связывая этот момент с прошлыми событиями, предыдущими интервью и поведением на концертах и онлайн-трансляциях. Некоторые теории носят более эмоциональный характер, подчеркивая глубину личных связей, в то время как другие пытаются использовать более аналитический подход, исследуя психологические последствия взаимодействий, редко наблюдаемых на публике. Тем временем ARMY начали освещать это явление, расширяя масштаб событий от фан-сферы до глобального внимания. Статьи на различных международных порталах назвали поступок Чингука редким и шокирующим эмоциональным моментом, подчеркивая, что такая эмоциональная честность редко встречается в тщательно отбираемой K-pop-индустрии. Наблюдатели за поп-культурой отмечают, что этот момент демонстрирует, как один и единственный личный поступок может вызвать глобальный резонанс, особенно в сочетании с символическими контекстами, такими как дни рождения, которые всегда несут в себе сентиментальную ценность и личные размышления. Психологический анализ также оживляет дискуссию. Некоторые психологи подчеркивают, что спонтанные моменты, связанные с эмоциями, особенно в интенсивных, длительных отношениях, могут иметь глубокое влияние. Это относится как к тем, кто выражает эмоцию, так и к тем, кто ее наблюдает. Согласно этой точке зрения, реакция Тэхёна является формой эмоционального подтверждения сложившейся близости
а также доказательством того, что межличностные отношения могут вызывать реальные психологические реакции, даже если они проявляются в публичном пространстве. Это явление также демонстрирует силу рассказывания историй в реальной жизни. Действия Чингука в день рождения Тэхёна не были просто случайными жестами. Он создал повествование, которое можно интерпретировать послойно. Для некоторых фанатов это свидетельство личного признания и молчаливой поддержки. Для других это становится символом человеческой близости, которая проникает сквозь обычно идеальный образ. Каждый человек может прочитать это через свою собственную призму, создавая эмоциональный резонанс, который одновременно является сугубо индивидуальным и коллективным. Со временем этот момент начал анализироваться в контексте истории BTS. Группа широко известна своей невероятной химией на сцене. Но редко встречаются конкретные доказательства того, как их близость влияет на их личную жизнь. Эти, казалось бы, простые взаимодействия теперь рассматриваются как отражение их эмоционального пути. Того, как они поддерживали друг друга, справлялись с давлением индустрии и сформировали связь, которая была больше, чем просто профессиональная. Действия Чингука, таким образом, служат небольшим окном, позволяющим публике увидеть человеческую сторону, которая до сих пор была скрыта за напряженным графиком и тщательно созданным публичным образом. Более того, этот момент подтверждает изменение ожиданий современной фанатской культуры. ARMY теперь требует не только развлечений и безупречных выступлений, но и подлинной эмоциональной честности. Они хотят увидеть человеческую сторону своего кумира, пусть даже всего на мгновение. Спонтанные реакции, подлинные выражения и невербальное общение бесценные эмоциональные ресурсы. И этот момент с дня рождения Тэхёна – наиболее наглядный пример этого явления. Социальные сети в конечном итоге стали катализатором усиления влияния этого момента. Хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхёном, доминировали в мировых трендах в течение нескольких дней. И каждый комментарий, видео и реакция фаната добавляли новый уровень интерпретации. Даже некоторые международные СМИ заняли академическую позицию, подчеркивая, что это явление – нечто большее, чем просто новости о знаменитостях. Это исследование эмоциональной коммуникации в цифровую эпоху и того, как общественность взаимодействует с публично демонстрируемой эмоциональной реальностью. Во многом действия Чингука и реакция Тэхёна на этот день рождения подтверждают одну важную вещь – эмоциональная честность по-прежнему обладает силой влиять, трогать и объединять сердце. Даже в условиях сильного общественного давления и пристального внимания. Этот момент – явное доказательство того, что за образом суперзвезды скрывается человек, способный удивляться, быть тронутым и проявлять подлинные эмоции.